Добрый день. Итак, мы продолжаем наше путешествие, но сначала несколько слов. э, Хотелось извиниться, но это не по моей вине происходит. Существует ограничение хронометража, поэтому, к сожалению, приходится вот такими короткими перебежками. Больше 15 минут YouTube не разрешает мне публиковать э, презентации. Значит, вот один из вариантов такого рисунка на полу, который мы видели с вами, да, это э, такое, на мой взгляд, схематическое изображение водной поверхности. Это загробный мир. Здесь вот бык Апис переносит умершего в виде Осириса в загробный мир. И вот эта рябь водная внизу, которая рифмуется как раз с полом из фильма «Твин Пикс», да, это схематическое изображение подземной реки Стикс, которая разделяет мир живых и мир умерших. Вот еще одно изображение. Это уже 84 год. Более современный художник, китайский, другая страна, другая цивилизация, да. Тем не менее, все остается на прежних местах. Старушка на пороге своего жилища, на коленях у нее дремлет кот, а рядом стоит, вот видите, справа, это ручная мельница для измельчения зерна. То есть тоже такой непростой предмет, сакральный. Как говорят, мельницы богов мелют медленно. Движение мельничного журнала связано с астрономическими какими-то вещами, с перемещением планет в пространстве. Здесь же птички вот внизу, видите, цыплята. То есть картина называется «Годы», но, на мой взгляд, она могла бы называться, и гораздо уместнее было бы название «Время». Потому что, видите, здесь порог сточенный от времени ногами этой женщины, которая хлопочет по хозяйству, и за это время это наглядная демонстрация, насколько времени прошло с того момента, когда она живет в этом доме. Ну вот крупнее, так сказать, если уже посмотреть, немножко по-другому выглядит старушка, более, так сказать, инфернально, более такой потусторонний персонаж. И если предыдущее изображение все-таки такое немножко бытовая вещь, то здесь уже совершенно другое ощущение от этой женщины, от этого персонажа. Ну вот, один из вариантов этой истории. Хозяйка зверей, да, можно сказать, о Бабе-Яге и о персонаже вообще, который стоит на пороге вот этого портала, который соединяет две реальности, где проходит граница, которую пересекает герой, начиная движение, как бы попадает в мир волшебный. Это 60-й вообще век до нашей эры. Вот такая тоже женская фигура с двумя леопардами или какими-то, значит, хищными животными в качестве подлокотников используемыми. То есть вот такая владычица жизни и смерти, потому что во многих религиях, и в частности у шумеров, это Иштар, она же покровительница женщин, беременности, родов, детства, и она же богиня смерти, которая, значит, решает, кому жить, кому умереть. Вот такое парадоксальное совмещение в одном персонаже
функции. Это фрагмент средневекового храма, оставшийся. Тоже тот же мотив, та же схема. Хозяйка зверей, которая держит двух каких-то мифических в данном случае существ, демонстрируя свою над ними власть. Вот та же самая история, но уже в другом, более понятной нам форме. Картина Венецианова «На пашне», «Весна». Да? С одной стороны, на первый взгляд, это крестьянка, которая ведет коней под узцы, а с другой стороны, это аллегорическое изображение богини плодородия Деметры. То есть вот тоже хозяйка зверей, хозяйка всего живого, хозяйка жизни. А вот современное прочтение этой же истории. То самое, о чем мы говорили. Женщина, которая может и детей рожать, и рыбу почистить, и кролика освежевать и так далее. То есть вот такая полнокровная, чем-то напоминающая вот эту скульптуру 60 века до нашей эры, женщина занимается домашним хозяйством. Хозяйка. Картина так и называется, кстати, «Хозяйка». Значит, это у нас QR-код, можете скачать карточки пропа. Там 3 карточки на одной странице. Можно их нарезать. Значит, и пользоваться, развлекаться или с более серьезными намерениями их использовать. Через 20 лет после появления работы Проппа, уже после войны Второй мировой, в 1948 году появилась книга другого автора, Джозефа Кэмпбелла, которая называется «Тысячеликий герой» или «Герой с 1000 лиц». Кэмпбелл, по-моему, никак не вспоминает о Владимире Яковлевиче Проппе. Значит, он как бы начинает на чистом месте, с чистого листа, с нуля. Но мы не можем сейчас сказать, повлияла ли работа Проппа на него каким-то образом. Тем не менее, в их работах есть и много общего, и есть отличия. Значит, что в них общего? Общего у них, во-первых, та же трехчастная схема, которая присутствует и у Проппа. Значит, герой находится в обыденном мире, потом он пересекает границу, попадает в чрево кита. Это символ как раз пересечения границы, попадания из одного мира в другой. В этом мире он выполняет, значит, определенные действия в определенной последовательности. Потом он преодолевает порог возвращения и оказывается вновь в обыденном мире. Это общее. Что отличает Кэмпбелла, работу Кэмпбелла от Проппа? Во-первых, здесь в 2 раза меньше этапов. Если у Проппа, мы помним, 31 этап, да, который должен преодолеть главный герой, который должен пройти. Здесь этапов 17. Но принцип тот же. Ты не продвинешься дальше, пока не выполнишь определенную миссию, пока не пройдешь определенное
испытания, не преодолеешь препятствия, необходимые для того, чтобы двигаться дальше. Это иллюстрация из книги Кэмпбелла. Схема перемещения главного героя из мира обыденного в мир волшебный. На мой взгляд, очень важная вещь, потому что интернет буквально завален схемами, сделанными якобы на основе книги Кэмпбелла, но первый же взгляд на иллюстрацию и становится понятно, что люди, скорее всего, эту книгу даже не открывали. Потому что если у Кэмпбелла, как мы помним, обозначено 17 переходов, 17 ступеней, 17 этапов, по которым путешествует герой, то там их может быть 12, 10. Почему 12? Видимо, потому что движение, такое циклическое движение по кругу напоминает этим людям циферблат часов. Да и движение почему-то по часовой стрелке на этих схемах. Не знаю, в чем глубокий смысл, почему у Кэмпбелла герой движется против часовой стрелки. Возможно, для того, чтобы подчеркнуть испытание, тяжесть, когда герой движется против течения, наперекор судьбе, преодолевая препятствия. Да? Тем не менее, вот схема выглядит в самом общем виде, выглядит так. То есть существует два мира: мир обыденный и мир волшебный, потусторонний, царство мертвых, где законы обыденного мира не действуют. Но на поверку оказывается, что два эти мира представляют одно целое, хотя существует граница. Вот вы видите, по линии X, Z расположена граница между этими мирами, которую герой должен пересечь два раза. Один раз для того, чтобы попасть в мир потусторонний, и второй раз для того, чтобы вернуться к исходной точке. Вот если в русских народных сказках герой для того, чтобы попасть в потусторонний мир, общается с Бабой Ягой, значит, и избушка Бабы Яги является таким порталом в потусторонний мир, то по версии Кэмпбелла у него даже есть там отдельный этап, если вы видели, в чреве кита. Это библейская история Ионы, который попал в чрево кита и потом благополучно оттуда выбрался. Вот на правой как раз иллюстрации из старинной рукописи иллюстрированной русской. А слева это иллюстрация из какая-то персидская миниатюра. Похожая история. Змей, который проглатывает флот шаха. То есть вот такая отметка очень важная, да, преодоление границы между двумя мирами. Вот еще один вариант, уже более такой рассвеченной схемы Кэмпбелла. Уже все, так сказать, здесь представлены на своих местах этапы, которые должен миновать главный герой. И главное, на мой взгляд, очень точно выдержано количество этих этапов, потому что на многих схемах их произвольно как бы распределяют равномерным образом по вот этому циферблату. Здесь все сделано в точном соответствии с схемой автора.